Всем привет, всем привет! Мы с вами начинаем новую серьезную серию на канале, которая будет посвящена основам игрового движка. Изучим, как устроен игровой движок под капотом в целом и рассмотрим некоторые его подсистемы. Фишка курса в том, что мы с вами все будем реализовывать максимально в терминах Unreal Engine, тем самым прокачивая и общие знания, и знания конкретно под Unreal. Подробнее об этом я расскажу чуть позже в данном видео. Серию можно рассматривать как введение программирования игрового движка и также введение в Unreal. Рассказывать про основы Unreal через Unreal это не совсем правильно, многие детали непонятны, что за макросы, что за модули, как проперти появляются в эдиторе, что такое делегаты, что за шейдеры, почему они компилируются при запуске, как происходит сборка проекта и тому подобное. И поэтому мы создадим свой мини-движок со структурой максимально похожей на Unreal. У нас будет движок, эдитор и, соответственно, игры. Сейчас давайте посмотрим, что уже есть, а потом о плане курса поговорим более подробно. Это не финальная версия, к чему мы придем в конце, я сам пока не знаю. Я собрал MVP для того, чтобы начать курс, а дальше по ходу увидим, во что это все выльется. О возможных сценариях расскажу в конце ролика. Их много, поскольку у нас будет скелет движка, плейграунд, песочница, который можно будет развивать в разных направлениях. И работать со структурой даже самостоятельно, без регулярных видео. Мы будем использовать много библиотек для быстрого старта, но архитектура будет такой, что любую библиотеку можно будет заменить и, если есть желание, прокачаться в определенной области, просто написав свой модуль. Курс будет под Windows, но про кроссплатформенность также будем говорить. За рендеринг будет отвечать BGFX, это минимальная кроссплатформенная API для графики. Поэтому большая просьба поставить лайк, поделиться, подписаться на канал. Насколько глубоко мы погрузимся во все детали, будет также зависеть от популярности серии. Поэтому гигантская просьба в этом плане поддержать. Подписывайтесь на телегу, там выходят различные новости, анонсы по компьютерной графике, искусственному интеллекту, Unreal и так далее. У кого имеется возможность поддержать на Boosty или Patreon, буду крайне признателен. И по традиции баннер с патронами верхнего уровня. Всем огромное спасибо. Погнали! Так, у нас имеется базовая сцена, на сцене камера, проекции высчитываются в зависимости от положения курсора мыши, и также можно менять локацию стрелочками, в общем, стандартное управление. Биндинги клавиш, кстати, также можно динамически настроить. На сцене присутствует базовая геометрия, кубы, капсулы, цилиндры, сферы. Реализован Object Picking, также с помощью трейса высчитывается нормаль. Визуализирована она с помощью черного конуса, который бегает по поверхностям. Сделан базовый шейдинг. И также на сцене имеются подгруженные модели. Они нам с вами знакомы. Это шар для тестирования материалов в Unreal и также новый анриловский манекен. Дополнительно я загрузил какую-то бесплатную модель машины. Также добавлен небольшой пользовательский интерфейс с использованием библиотеки ImGUI. Например, у нас имеется World Outliner. В нем представлены все объекты, которые находятся на сцене. В левом верхнем углу имеется статистика движка, FPS, миллисекунды, количество дроу-коллов и также размер потребляемой памяти. В отдельном окошке имеется описание контролов, это чисто help. Все окошки, кстати, можно двигать. И также в первом приближении имеется механизм пропертей, то есть мы можем выбрать объект на сцене, например, куб, откроется окошко Details, в котором вводится информация о трансформации куба. И значение трансформации можно динамически изменять. То есть имеется локация, scale и вращение. И, естественно, это работает с любым объектом на сцене. Можно подвигать сферу, заскейлить, превратить сферу в корабль из фильма «Прибытие». В общем, property трансформации работает. Также имеется спаунер. Находится он в левом нижнем углу. Параметров пока по минимуму. Можно указать локацию и заспаунить либо сферу, либо куб. И также можно смотреть World Outliner. Новый объект, актор, также добавляется в мир и отображается в данной панели. В общем, такая база, на основе которой я уже буду записывать видео. Куда нас все это приведет, в какую точку пространства мы попадем, мы с вами узнаем. А сейчас давайте более подробно поговорим про план курса. В самом начале мы с вами поговорим про теорию игрового движка. Что такое игровой движок, какие они бывают, из чего состоят, какие основные подсистемы, принципы,
уровня абстракции и зачем нам вообще все это нужно. Далее у нас сразу хардкор, нам необходимо будет вспомнить процесс компиляции C++ проектов. Здесь у многих пробелы, и это я могу сказать с абсолютной уверенностью. На курсе народ спрашивает очень много базовых вопросов, ответы на которые таятся в знаниях компиляции. К данной теме нужно относиться достаточно серьезно, если, конечно, что-то хотите достичь в программировании, поэтому нам необходимо будет вспомнить все основы. Пройдемся по основным шагам сборки C++ проекта, рассмотрим препроцессинг, компиляцию, линковку и, конечно же, рассмотрим, что мы можем иметь на выходе нашей сборки. То есть это либо исполняемый файл, под Windows это .exe, либо статическая или динамическая библиотека. Опять же, под Windows это lib или DLL. И даже после этой лекции многие вещи в C++ станут более понятны. Как работает forward declaration, что такое pimple, что такое ODR, как работает static, inline, namespace, const export, что такое precompile header. Это к вопросу, почему некоторые типы в Unreal доступны без явного подключения заголовочного файла, где объявлены данные типы. В общем, обещаю, будет весело. Но курс не про C++, поэтому читайте книги, в комьюнити-вики есть все ссылки. Многие сложные аспекты я буду рассказывать и даже подробно, но не основы. То есть всю базу сами учим, что такое указатели, ссылки, функции, классы и так далее. После этого мы сразу с вами ныряем в CMake, систему сборки C++ проектов. Мучиться с настройкой Visual Studio не будем, это прошлый век. И здесь также прямая аналогия, поскольку Unreal имеет своя билд-система, Unreal Build Tool и также Unreal Header Tool. Только у нас с вами денег и ресурсов нет делать свою Make-систему, поэтому будем пользоваться де-факто стандартной системой CMake. Разберем, как делать лейаут проекта под CMake. У нас будет достаточно похожая на Unreal система. Будет отдельно движок. В данной директории будут все ключевые классы, компоненты, которые к нему относятся, также тесты. Отдельно будет editor, в данный момент он просто добавляет дебажный интерфейс. И также будет директория с играми, которые используют движок и которые линкуют editor. CMake также будет отвечать за генерирование файлов Visual Studio, проставление всех настроек. И, как мы с вами знаем, Unreal умеет делать то же самое. При генерации все файлы попадают в директорию build. И здесь находится solution, в котором собраны и движок, и editor, и игры. LiveExe Solution. Он у меня уже открыт. Файлы перегенерировались, необходимо перезагрузиться. И все исходные файлы с помощью CMake сгруппировались следующим образом. Имеется editor, имеется engine, статическая библиотека движка, имеются тесты движка и имеется два проекта на основе движка. С CMake будем разбираться постепенно на протяжении всего курса в зависимости от задач, которые нам нужно будет решать. Посмотрим, как выставлять стандарты языка, как формировать проект, как прокидывать precompile definition, как создавать библиотеки, как их линковать. И CMake на самом деле все property Visual Studio самостоятельно выставляет. Не нужно в окнах Visual Studio копаться, искать необходимые property, вручную линковать библиотеки, указывать инклюды. Все необходимые настройки мы просто декларируем в текстовом файле CMake. Дальше разгоняемся и рассматриваем Conan, менеджер проектов C++. Научимся подключать разные библиотеки и также все это в связке с CMake. После освоения данных начальных тем вы уже будете с удовольствием делать проект на C++. И дополнительно данные знания откроют широкие возможности для успешного изучения любой интересующей вас темы в контексте C++. В рамках курса будем рассматривать многие полезные библиотеки, которые можно будет подключать к любому проекту. Conan установим, произведем базовую настройку, посмотрим, как его использовать. Ничего сложного здесь нет, это больше не про программирование, а про окружение. И основное, что нас будет интересовать, это Conan Center, это библиотека библиотек. Можете самостоятельно посерчить или просто открыть весь список и посмотреть, что имеется в наличии. Например, можно ввести OpenGL и посмотреть, что имеется по данному тегу. У проекта будет Conan файл, в котором будут декларироваться все необходимые нам библиотеки. Conan файл может быть скриптом Python, либо обычным текстовым файлом. После тем по компиляции, CMake и Conan мы с вами начнем разрабатывать движок. И начнем с самого необходимого, это с логирования. Создадим свой собственный лог на основе одной библиотеки.
И также будем работать в терминах Unreal. У нас будет verbosity, категория логирования, свой макрос для логирования. Посмотрим, как создать макрос, который будет декларировать собственную категорию логирования. То есть нейминг всего будет 1 к 1, как в Unreal. После этого мы сможем декларировать собственную категорию логирования и печатать в консоль. И, кстати, у нас будет даже более прокачанный лог. Мы посмотрим дополнительные фишки, как можно выводить имя функции, из которой было залогировано сообщение, и даже как вводить номер строчки, на которой произошло логирование. Например, баннер с именем движка печатается на строчках 32-34. После этого мы с вами подключим RayLib. Это небольшая графическая библиотека. С помощью нее можно программировать простейшие 2D, 3D игры. Проект, кстати, получал мега-грант от эпиков. Посмотрим, что с помощью нее можно сделать. Примеров и сниппетов достаточно много на сайте. Посмотрим вкратце, поскольку это не основная тема, это скорее для тренировки подключения библиотек. Я ее, кстати, могу активировать в текущем солюшене. У меня в CMake добавлена опция выбора рендеринга. Я могу отключить BGFX, поставить off, а RayLib поставить в on. После этого, кстати, произойдет условная генерация проектных файлов, и в солюшене будут доступны другие проекты, которые завязаны на RayLib. Генерирую файл проекта. У CMake, кстати, дополнительно имеется пользовательский интерфейс, мы это также с вами посмотрим. То есть опции можно менять в специальном CMake помощнике. Под RayLib у меня доступно два проекта. Один это Pong Game, а другой чисто шейдер. Давайте запустимся. Так, это простейший Pong Game. Я на самом деле проекты под RayLib сам не программировал, просто взял из примеров. И также шейдер могу показать. Необходимо в эдиторе стартовый проект поменять. Пока что это делается ручками, необходимо прилинковать другую статическую библиотеку и также поменять заголовочный файл. Запускаемся. И такой вот шейдер, рендерится все с помощью RayLib. То есть с помощью данной библиотеки можно делать как 2D, так и 3D проекты. Наша основная библиотека будет BGFX. После RayLib мы сразу к ней приступим и на основе нее будем пилить наш движок. Возвращаю настройку Solution под BGFX. И давайте сначала подключу второй проект, который имеется помимо 3D-сцены. Называется он Sandbox. Необходимо перегенерировать проектные файлы. Мы также подключим дополнительные библиотеки для работы с HTTP и JSON. На их примере мы посмотрим, как применять идиому Pimple, Pointer to Implementation. Посмотрим, как отправлять HTTP-запросы и как делать десериализацию с помощью JSON. Запускаю проект. У меня отправляется два HTTP-запроса. Один для получения времени в Мадриде, а второй запрос к чату GPT. Видим, кстати, что проект запущен через эдитор, поскольку видны UI-элементы эдитора. В билде самой игры, естественно, эдитора не будет. Мы с вами, кстати, дополнительно рассмотрим консольные переменные. И, например, у меня сейчас имеется консольная переменная, с помощью которой можно отключать UI эдитора. Имеет специальный класс, который управляет консольными переменными. Command Line Args. У меня имеется пока что несколько консольных переменных. Можно напечатать версию движка и также скрыть UI эдитора. В Visual Studio можно удобно управлять консольными переменными. Про это также расскажу. И, например, я добавляю два флага. Один из них напечатает версию, а другой скроет UI. Запускаемся. И если проскроллить консоль, то наверху можно заметить версию движка, а в самом окне UI больше нет. И если я аргументы в командной строке не передаю, то версия не напечаталась, а UI присутствует. Также у нас, кстати, будут тесты. Мы подключим с вами библиотеку Google Test. Например, в директории движка несколько проектов. Один, который производит экзешник, второй — это статическая библиотека и также проект с тестами.
Окно с тестами можно открыть в меню «Тест», «Тест Explorer». И чтобы тесты были обнаружены, необходимо сбилдить соответствующий проект. Тест Explorer их нашел, и теперь можем запустить. Можно выбрать определенные, либо запустить все. Тестов немного, но зато все проходят. На самом деле важное правило, необходимо добавить хотя бы один тест, чтобы потом их уже дописывать. То есть важно добавить placeholder для тестирования, чтобы данный процесс мотивировать. Google Test достаточно прост в использовании, и опять же мы все с вами подключим с помощью CMake и Conan. Все пройдет как по маслу. После этого мы с вами переходим к проектированию движка, к ядру. Начнем мы с вами с добавления примитивнейшего окна. Можно делать окна и с помощью Win API. Тут все, конечно, зависит, насколько низкоуровнево вы хотите провалиться, но мы с вами воспользуемся библиотекой JLFW, которая также де-факто является стандартом. Создадим окно, добавим обработчики различных событий. Будем диспатчить события окна, движение мышки, resize, клавиатурный input, и наш с вами движок данные события будет обрабатывать. Как я уже неоднократно повторил, будем работать в терминах Unreal. То есть, например, у нас в мире будут акторы, будут пауны. К акторам мы сможем добавлять компоненты. Например, у меня сейчас у пауна имеется компонент камеры, имеется begin play, tick, также setup input, где можно биндить различные события от клавиатуры или мышки. С нуля, кстати, создадим свой собственный ивент, симплементируем паттерн observer. То есть у нас будут свои делегаты, на которые можно будет подписываться или бродкастить. Например, кстати, в HTTP модуле имеется ивент, который вызывается, когда запрос от сервака пришел. Все по классике. Называется событие onRequestCompleted. И с помощью данного события отправляются данные, которые сервак вернул. И, соответственно, любой клиент HTTP реквеста может подписываться на данное событие и обрабатывать данные по собственному желанию. И даже HTTP request, кстати, сделан полностью в терминах Unreal. Далее будем разбираться с рендерингом. Посмотрим, как все проинициализировать. Как прокинуть хендлер окна, который мы создали. Как рендерить кадр, высчитывать delta time. У нас будет основной класс движка, engine, где все сущности будут создаваться. Мир игры, эдитор, окно, рендерер, сама игра. Все на абстракциях. Для того, чтобы добавить новую игру на базе нашего движка, необходимо будет реализовать интерфейс iGame. И здесь тоже будет похоже на Unreal. Например, многие, я думаю, видели макрос Implement Primary Game модуль. У нас он будет свой и, по сути, будет создавать текущую игру. Класс актор у нас будет базовый класс, объект которого можно будет добавить в мир игры. Все как и в Unreal. Здесь мы поизучаем матрицы трансформации. Как с ними работать, как обновлять. Разберемся, как добавлять компоненты к актору. То есть реализуем паттерн композит. Далее будем разбираться с геометрией. Посмотрим, как рендерить кубы, сферы, различные дебаг-линии, как делать рейкасты. Далее разберемся со статик-мешами. Посмотрим, как их можно подгружать, как настраивать шейдеры, как обновлять различные параметры у шейдеров. У эдитора будет отдельный UI. На данный момент он сделан с помощью библиотеки MGUI, но мы, возможно, подключим кое-что еще. Все ссылочки, как обычно, будут в описании. То есть можете самостоятельно уже поизучать BGFX, посмотреть, что она умеет. Глобально это кроссплатформенный враппер над различными API. Поддерживаются DirectX, Metal, OpenGL, Vulkan, WebGL. В README на GitHub много дополнительных ссылок. Приведены примеры проектов, которые были сделаны с использованием данной библиотеки. В общем, крайне рекомендую посерфить для вдохновения. Также оставлю ссылочку на MGUI. Можно посмотреть, какой сложностью UI можно делать с помощью данной библиотеки. Также все подробно расписано и имеются примеры. И, кстати, возможно, подключим с вами Flex. Это Entity Component System. Про ECS, кстати, в комментариях достаточно часто пишут. У Flex, кстати, имеется Web Playground. Можно прямо в браузере потестировать. Ссылочка, естественно, также будет. И на самом деле у данной библиотеки имеется интеграция с Unreal.
на странице есть ссылка на соответствующий репозиторий. Пишут, что версия 5.3 поддерживается, поэтому, возможно, рассмотрим. Это все, что имеется на данный момент. Необходимо много чего причесать, но курс начинать можно. И, естественно, возможны изменения по ходу. Но глобальная фишка еще в том, что когда мы с вами сделаем данный скелет, он откроет нам кучу возможностей. То есть мы в какой-то момент можем с вами форкнуться и начать изучать многопоточное программирование, либо сетевое, либо более подробно уйти в компьютерную графику. То есть у нас будет с вами небольшой движок, песочница, и постепенно можем добавлять различный функционал на различные темы, изучать игровые движки, изучать Unreal и в целом изучать программирование. И так как у нас будет свой кастомный движок, весить все будет не так много, поэтому, естественно, мы сразу с вами все завернем в непрерывную интеграцию и все будет происходить на GitHub, то есть нам Jenkins для этого вообще не понадобится. Движок будет полностью собираться на сервере GitHub. Будет клонироваться репозиторий на клауд-машину. После этого устанавливается Conan. Далее скачиваются все пакеты, все библиотеки. Настраивается CMake. И запускается билд. После этого все артефакты добавляются в архив и публикуются на GitHub. После этого пайплайн завершается. Пайплайн или в терминах GitHub workflow. Все стейджи прошли успешно. Кстати, можно будет отдельно добавить запуск тестов. И архив с игрой можно будет скачать. Как видим, размер пока что небольшой. По классике у нас для данного курса лекций будет вики. Здесь мы будем собирать все ссылочки, все материалы. Ссылки к текущему тизеру уже на месте. Такой вот план. Огромная просьба поддержать комментарием. Можно написать, что вы об этом думаете. Если имеются какие-то свои идеи, то пишите, обсудим. Комментарии крайне помогают в продвижении видео. Если имеется возможность где-нибудь расшарить, то также за это буду крайне признателен. На этом промо подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем пока.